Звук М представляет. Внимание! Президент Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Встречи, совещания, командировки, мероприятия, репетиции, научная работа, костюмы, ансамбли, творческие коллективы – это сегодня такой насыщенный ежедневный график обычного рабочего дня простого чиновника, да еще и творческого человека Дикала Музакаева. А когда-то, давным-давно, в далеком детстве, когда он воспитывался и рос у двоюродного дедушки, сурового старца по имени Малцак, он думал только о том, как больно его пальцем от того, что дедушка заставлял его не просто отплясывать под звуки дечек Пондора, а как положено искусному танцору становиться на носки. Окидывая строгим взглядом, Музаки Малцак указывал юнцу на круг, и тот пускался в пляс. Боль была мучительной, но Дикал утерпел. Первые уроки мне давал мой дедушкин брат Музаки Малцак. Помню возглас такой. «А?» Это была команда «На пальцы вставай». Хочу я, не хочу, я должен был танцевать, когда мой дядя надумает, мне надо было вставать и идти в круг танцевать. Это было тогда, а потом он уже сам с удовольствием делал это так хорошо, что мог без труда выделывать по несколько раз в день, восхищая лихостью других. Семья Музакаевых большая, хлебосольная, со своими традициями. Здесь, как и во всякой войнахской семье, почитают гостя. Хранительница очага мама, милая, добрая. Ее нет уже несколько лет, но традиции в этой семье свято чтят. Вот и сейчас Дикалу вырвал из своего плотного графика репетиций, совещаний, встреч и командировок время для встречи с родными. Кстати, ни одна поездка Дикала на малую родину не обходится без встречи с главой администрации района. А на этот раз он даже не удержался и зашел в родную школу, в которой царила атмосфера беззаботной юности и новых жизненных судеб. И на минуту прошлое вдруг оказывается настоящим, в котором отголоском той юной поры оказался мальчик с такими же голубыми глазами и кудряшками. Встреча с учениками родной школы, с ее учителями, фото на память, воспоминания и обещания организовать концерт звезд чеченской эстрады в родном селе. В Серноводске, подобно ледниковому периоду, где все становятся на коньки, дети встали на носки. Обычное воскресенье в обычном сельском доме культуры. Дети занимаются танцами. Его встречают, как будто ждут всегда. А потом они не упустили возможность попросить самого министра провести мастер-класс. И он с легкостью поднялся на ту самую сцену, где 40 с лишним лет назад сам когда-то начинал танцевать. Поднимай. Поднимай, голова прямо. Вот так, смотри прямо. Здесь по-прежнему работает Раиса Мизаева, его первый педагог по танцу. Первые шаги в мир искусства, в хореографии, именно я смогла вот этого великого мастера где-то обучать. Связь поколений, традиции. У Дикала самого большая семья. Его всегда ждут дома.
как бы поздно он не возвращался. В жизни людей всегда бывают взлеты и падения. Артистом надо быть на сцене, а в жизни надо быть человеком. В семье надо быть, если ты мужчина, хозяином. Если у тебя есть дети, надо быть отцом примерным. В тяжелые минуты надо стараться быть мужчиной. Самый сложный период нашей жизни – это мы потеряли мальчика, от которого 13 лет было. Вот говорят, в семье все равно ты как-то над одним, у тебя бывает глаз останавливается над одним ребенком. Дауд, это была его душа, он всегда была надежда, что вот он вырастет, что вот мы будем с ним жить. В жизни Дикало была не только семейная утрата, но и трудный творческий период. Так сложилось, что сюжет к его новому танцу был придуман историческими событиями. Это был 2001 год, открытие Дома культуры в селе Нажаюрт, где с концертной программой выступил легендарный Вайнах, возрождение которого связано с именем Ахмата Хаджи Кадырова. Сегодняшний день это, я считаю, переломный день нашей республики. Столько народа в нашем зале сегодня, которые, значит, ждали этого момента. И как они принимают эти танцы, эти песни, которые берут прямо, это не слова, а запахи берут. Наши чеченские танцы и песни нету равных им нигде. Поэтому я хочу и надеюсь, это будет так, чтобы эти пляски не останавливались больше, чтобы они продолжались. Дикало повезло в жизни, повезло несказанно. Сначала судьба одарила его талантом, а затем вывела на Олимп. Для мальчика из села это была головокружительная карьера, которая еще не завершена. Дикало Музакаев продолжает танцевать и танцевать так, что многие молодые солисты могут только позавидовать. Чего он только не терпит, чтобы мы, зрители, сидящие в зале, могли насладиться искусством танца. Искусством, которое со стороны представляется несложным, но в этом как раз и кроется самый большой его секрет. Секрет, раскрыть который не каждому под силу. Народный артист Российской Федерации Дикало Музакаев может это подтвердить не словами, а танцем. Тем самым танцем, который стал для него смыслом жизни. Обладая хорошими физическими данными, в его глазах было столько огня, что невозможно было не влюбиться в юного синеглазого мальчишку, которого после отборочных туров зачислили в балетную школу при Большом театре. Но поехать не получилось. Музакаев-старший категорически отклонил предложение комиссии. Это был удар, ведь Музакаев-младший не просто жил мечтой о танце, он желал танцевать, как бог танца Махмуд Исамбаев. Москва и Большой театр долго оставались заветной мечтой юного танцора Дикало Музакаева. Лишь мама верила в мечту сына. Отец-то против был, она все время из-под тишка на ухо: Дикало, не бросай танцы, у тебя это очень хорошо получается. Ну, нравилось ей все это. Пусть не прячется, пусть танцует, у него это хорошо получается, скажет отец. Выбор сделан, он посвятил себя танцу. Говорил я ему, ну, и что делаешь? Все время танцевать так, а куда же это? Если нога у тебя заболеет, будешь что, без профессии, как ты можешь танцевать-то, показываться? Нет, все равно. Ну, я тогда промолчал, согласился, поехал в институт, в Москву. Культпросвет училище, потом ансамбль песни и пляски Северокавказского военного округа и, наконец, Московский институт культуры, специальность педагог балета, профессиональная деятельность, семья. Кстати, о времени. Дикало научился его ценить с раннего детства, и в студенческие времена он ценил каждую минуту, зная,
что эти мгновения не вечны. Наверное, поэтому его называли фанатом за приверженность к миру танца. А еще его называли дедом за мудрость и сдержанность. Я просто смотрю на него, когда что-то делаю, я уже вижу, он доволен или нет. Хотя он никогда в жизни не сказал, что он доволен. Такие мероприятия, серьезно, он с нами выезжает, и он, естественно, даже там, если мы огонь дадим, он никогда нам не говорит. Он говорит, нормально, и все. Первый урок как бы вместе. И то, что он делал, может, я не так сделаю, никогда даже не сделаю. Если даже сделаю, я не смогу этого сказать, потому что это мой отец. Он тоже для меня очень много сделал. Я как бы сам завидую себе, что у меня есть такой отец. Я это ценю, знаю и буду ценить, поэтому. Но все равно мне еще много надо учиться, работать. Мне все равно, кем будет мой сын, лишь бы он был человеком и мужчиной. В продолжение времени. Еще в детстве он всерьез увлекался рисованием. Он и сейчас в свободную минуту берет в руки карандаш, белый лист бумаги и начинает набрасывать эскиз сценических костюмов для родного ансамбля. Он тонкий ценитель классической музыки. Несмотря на плотный график, он занимается исследовательской работой об истории ансамбля «Война». Сегодня по поручению президента Рамзана Ахматовича Кадырова Дикало работает над новой концертной программой для государственного ансамбля песни и танца «Новчо». И параллельно остается духовным наставником для родного ансамбля «Война». Было заложено очень многое нашим первым президентом и нашим нынешним министром культуры Дикало Абдулзаидовича Музыкаева. Действительно, они смогли возродить ансамбль и вывести «Война» на сцену не только в нашу республику и даже на мировую арену. Стремясь уделить каждому особое внимание, он успевает заниматься благотворительностью. Его рабочий день заканчивается глубоко за полночь. После трудового рабочего дня он приходит в репетиционный класс, ставший частью его судьбы, и продолжает заниматься у станка. Вообще для нормального артиста балета это второй дом. Совершенствуя свою технику, он находится в постоянном творческом поиске. Чем больше признаний публики, чем больше известность, чем больше популярность, тем больше ответственность. Если сам человек уважительно относится к своему делу, если он ценит, уважает себя в своем деле и не может жить без этого дела, это становится синтезом. Тогда такого человека уважает все общество. Моя мечта – театр, танцы народов мира. Я об этом несколько раз говорил нашему президенту Рамзану Ахматовичу. Я счастлив, что он нашел понимание, дал мне добро на восстановление этого театра. Вот одна из моей мечты – это мечта, чтобы заработал этот театр. Самая большая мечта, чтобы все-таки у чеченцев был свой музыкальный театр. Еще в школе Дикало написал в своем сочинении: «Счастье – это когда люди вокруг тебя счастливы, им ничего не надо». В этом весь Музакаев. Судьба подарила ему возможность пронести через жизнь, дарить радость всем, кто его окружает. Ведь не зря сказано, что танцор – это сосуд, наполненный счастьем. Assalamu alaikum, söyledi kul. Dikalo doğan dolaştıran barkal değeriz kıl. Dağıt ya bert kevel ve tağın disütün doğana khaz dedu. Akatan khaz merapräti Dikalo rechtol singet mer ver ondan çi doğan pol vek doğan. Dayala doğan. Dağ mula doğana. Dikalo sen doğana. Şolta iççökeç. Sosa sannış doğana. Historia al doş. Dukku doğana daymek doğ. Khal doğ. Ahyaga doş. Khirdu ve doğan Dikalo disütün doğ. Ve mahkaha. Mesela vis-à-vis şu şiir жизнь doğana. Ve kulturni pasidina tundel doğana. Dikalo sen volk en doş al khaladat. İnsan volk ant ula dahwatu doğan. Ona dahwatu doğana. Yok an bu doğan Dikalo doğan. Hada is ettu boş. Mogş mersu boş.
düözler dağını, istima bir tur şuar oltoyl. Ve marka dağın dalmalar ve piyora prezident maalar dağın xalqar şurdu. Ve marka dağını sport dağın halay buluyor ve marka dağın pромышленность babışkırıyor. Ve sen dağını dağın устойчивый dağın ekonomik öş, sosyal region hıriyat. Und er чем больше мы позволяет дешту, вы дона дух ёш, честь и совесть ёш дона, народу дона, цундела, вы исля дона, авлюкшту, вы авлюкшхлер дона, дал дона, цунхвейна, вы одеш на осал дешту, вы ндаг до дона, культур элч, хан üyeş и ху üyeşsin, ayakkan da dona boş, sanaq dona, sabolçar dona, düşman şıldıyız ve boş, bu kadar arbo şıldıyız boş, bu kadar gaz şıldıyız boş. Zamers te goein dan, tagan dan, we pure president dan, we busal bados, nog tweedos dan, we waren deze leerling dan, ja leerlos dan. Anders degen doen we marka el dan, dat krijg je net dus dan, dokko dan deze anders dus dan, mark monochtje mark, zondelen tagan we daar moet laten dan. Zu meldekken dus, zu mel el desnus is dan, we wist do, is dan we check dakker do, honderdje. Så borstig, hår nedan, dina, hår sahtja, hår minutja dana, som kommanden dana, så som dana, chlen kommanden var, så kan få ett eldagen dana, vad som så hade tvåm dana, belchan, du sa, när var stående, där kan jag inte dana, ist bin bort bara var som, så mel eldal dusch, hår dina, så nog dana, så nog, du var inte på det ut, så nog på det bols, hadosh du, det kallar dana, spiro nej dana, så döha presidentchen dana och artist aktör художник شابه صباح بيز كولتور تغلج وقام خردات دقيقة شين دانا تسوين شخصية دانا تنا وصلوا تسوين عند يوصون دانا دكال دانا جودك ده يوصون ده شيء صار دانا سين خلوات خلها دخديش كودان دكال ريبيتيشن حجوان ويرس دانا جمش عن شكول عن سبورت زال شو أصدق أم دي سادوتي شو عدان شيل هن يردان كور بعك باتر بوع أنش داتر تادش دخل در وش دان دوتش در وش تعيتن تادان تبدنش توش خلصان تا بعرض شرطي يعيتن دان تيجا دان دكالو دان بيش عوش تا ريبيتيشن ده دان تعمليه الخودان هو عامورد هو هورد بوش عش داشه شيء أبريليون نفريم دان سوتشا وخا دان نالشكا دان ويناخ دان سينت إيولش سر تيجا دان دكو نخ شو دول نخ بيلغاب بلش دان ويناخ يوري نوي يور سينت يلا ودار ما وين تقام تشك بلا ودار إرسي خدوه بوش دخنا قادش بوش أنسان بلوكو ودين غلات نمود دان ديكارو دان تندر تغن تو يشل ميدا برياتش تابو تدك دور دان ويوبيلي دان ويناخ هولشينا ديكارو دان غلاون رليا خوندور تغن لميدا برياتش ديكارو غلاون رليا خوندور شي اوترس لعدانه ويخوش مينستر ويخوش شي بوخ بيزابيش يبوزابوش يتامر دان بلا boş oldu minister kalçı dana tüna premier geçti mosu artistu aktörü mosu художник bu dana dan dikalo ve litsoyu tundela kultura tundela ve dal mola dana hokon üyeş dolum mosu ağır dana minister kultura iskus dan dana na wasıl diyor na wasıl diyor قطعه دانه مسو برت باش چودی هدر سوچا دخ بشتان ارتیش اکتور خودور نکش دان مسو بو خیلی چودی هدر دان ای اس چو ایزو چتی اوتسلی دان چو ایلدیش خلش دان ایلدیش و ما کاخل ایل دان هدان اویل اولش دان سهلت دلهم شو دیو چخلچی سونت اوا یخیش دان دیلا بالا دان تنا هم با متر دخان دان ایزن دلهم دان با دان تا بخ باش دو متر دخ ازل it is a is a to time the match ja dok de was da hum slut und da ich die schon mal dort nach budon eldest pitch buch da ist los was muss geht da die ist nach da bus bus sa hor направление sport tan gwandan ist hit wies kultur ja tan gwandachel wies zdrogen tan gwandachel wies und da ist halch werk mooi tan nach da wäre in da zu rodes nach was soll das وبرت بوش تاتير مسرة دان تانا وصل بير زميسي دان دقيقة دان ديكالو أول ويش وش دان هو رما تاتير مسرة دان ودانا وصل ده هوشي وكان يرسي خلق دان وكان يرسي خلق يتسخلج ودانا ديش تو تام باخ بس دان وبير بريزيدنت دان وأصنو زلجتنا
Zonder istijah, وين دعالي خلادات استيع دون ويدون نيش دخلادات دون وقلي حال يشك اسنو يوكل دون يسنو ويوشو ويدال مع دون ويدون بيش بوخ ادمي داخل إلسي خليت اللوزن وبيورو بريزيدنت ير تسع يلا هناك إزنان يلا هيد تسع دو هناك تسع إز دو هيد إيش دون لوزن جوش دون أربعة لور وتريتي سترنايوشن ودي حاسي حادوتش توم تشيك باك نتوم سسوا توم تشيك باك الان دا مولا توم تشيك بالا преступники террорист ووتش دنيا سامي تيجات اش ازمس فاتسان بود ديشول اش وين نوخشي نانس نوخشي دين بين بيرسلو قيتش وسك دانا قيت ورو تنا دان شين ياكل داديتش دان وي بوسوب دين دوتش وي نوخشي غلقش عادش دوش كولتور بلوي بو داك وي مفتيات بوسوب دين دوتش بو وي بوليتيكش بو ايكونوميش بو وي مسو تاخله وي دالما إلسي دار دو إلسي دار تخليت دانا وي تاع دينس دان تاع داوات دار وي خيت بيشل دان دار وي شي بيش وي بيش خيت دان عمو باقي خوي دان دار إلسي دار ترى مش دان Указ президента Чеченской Республики. За многолетнюю деятельность в области культуры и искусства Чеченской Республики награждается медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Киндаров Абдулла Гарсиевич. За личный вклад в развитие культуры Чеченской Республики, многолетний безупречный труд присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Чеченской Республики» Мухмадову Мауладе Мумадиевичу, директору детской школы искусств села Элистанжи Веденского района Чеченской Республики. Сагаеву Мусе Алаудиновичу, директору государственного учреждения Государственный театрально-концертный зал в городе Грозном Чеченской Республики. Салтымуратову Анди Исаевичу, директору сельского дома культуры села Алхан-Юрт Урусмартановского района Чеченской Республики. Сумбулатову Дани Абуалиевичу, редактору отдела социально-культурного быта Гудермесской районной газеты «ГУМС». За заслуги в развитии искусства Чеченской Республики, многолетнюю творческую деятельность присвоено почетное звание «Заслуженный артист Чеченской Республики» Асхабовой Хадижат Камиловне, солистке вокалистки государственного учреждения Государственная филармония Чеченской Республики. Жамалханову Умару Махмудовичу, артисту оркестра государственного учреждения Государственный ансамбль народной песни «Нур-Жаухар». Эльжуркаевой Луизе Салавдиновне, солистке вокалистки государственного учреждения Государственная филармония Чеченской Республики. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный художник Чеченской Республики» Даудовой Фатиме Хамидовне, художнику, декоратору государственного учреждения Государственный ансамбль народной песни «Нур-Жаухар». Президент Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров.
ki otursa da onu hasta kul bilgil yakın da onu. Kılı o kıyla surt bilgileri da onu. Hala da onu vayna hoş geçen. Sen kılı o zabli kılı Zeynep de böyle. Zeynep de boş da onu. Ona hu şu da onu şu kvartet yatma kılı şu da onu Michigan da onu dikala havi tane. وغلط يشمت كورت بغلط المسلم ده في صوتي لا ده بيرتي Я хочу поздравить замечательного человека, подвижника, деятеля, видного деятеля российской культуры, Дикала Абузедовича Музакаева, министра культуры Чеченской Республики, с юбилеем. И вы, дорогой друг, коллега Дикала Абузедович, еще много можете сделать для родной чеченской и для всей российской культуры. Мы знаем, что вы уже сейчас имеете за плечами не только глубокий авторитет, большой авторитет у себя на родине, но и вы сделали много конкретных и важных дел для республики. Вы фанатически преданы танцевальному искусству. Я знаю, что эта преданность передается по наследству и вашим детям, и вы все танцуете великолепно. Вы воспринимаете свою работу как жизненный долг, как кредо. Вы всю жизнь в этом искусстве. Вы всю жизнь рядом с теми, кто стремится сделать из Чеченской Республики процветающий регион России. Я знаю, что вы надежный помощник президента Кадырова, и благодаря усилиям президента воплощаются в жизнь многие крупные проекты в области культуры в республике. Вы просто милый, обаятельный, умный, интеллигентный человек, которым гордится российская культура. Дорогой друг, я вас поздравляю, желаю вам здоровья, здоровья всем вашим близким, больших успехов в чеченской культуре. И знайте, что у вас по всей России, в том числе и в Москве, есть коллеги, друзья, любящие вас и знающие, что там, где вы находитесь, там, где вы трудитесь, всегда будет успех. С юбилеем сердечно вас поздравляю. На сцену приглашается заместитель директора Департамента по культурному наследию Российской Федерации Владимир Анатольевич Цветнов. Хотелось бы увидеть юбиляра. После добрых слов нашего министра Александра Авдеева, дорогой Дикал Абузебович, я хотел бы вам передать сердечные поздравления от руководства и от всех работников нашего министерства. Я вчера вылетал, и когда шел по коридору министерства уже в аэропорт, каждый, кто норовил меня встретить, обязательно просил передать вам привет и поздравления. Поэтому я хотел бы, во-первых, зачитать приветствие от нашего министерства вам, уважаемый Дикал Абузебович. Примите искренние и сердечные поздравления по случаю вашего 50-летнего юбилея. Ваш многогранный талант артиста балета, танцора национального танца, руководителя государственного ансамбля «Танцы в войнах» ставит вас в ряд выдающихся деятелей российской культуры. Неоценим ваш личный вклад в сохранение национального колорита танцевального искусства, богатейшего фольклора, формирование нового взгляда на музыкальную культуру. Ваша активная работа в должности министра культуры Чеченской Республики позволила превратить политику в сферу культуры в один из ключевых факторов развития региона, усилить роль культуры в процессе социальных преобразований. Пусть состоянию вашей души всегда сопутствует молодость, энергия и надежда. Желаю вам здоровья, личного благополучия, долгих лет жизни, больших творческих замыслов и свершений. Министр культуры Российской Федерации от имени всех работников Министерства культуры Александр Авдеев. На сцену с поздравлением юбиляру приглашаются представители Министерств культуры регионов Российской Федерации.
заслуженный артист Российской Федерации, художественный руководитель Государственного академического танца «Лезгинка» Республики Дагестан Зелимхан Хангиреев. Художественный руководитель Государственного ансамбля народного танца «Шаратын» Руслан Беби, Республика Абхазия. Художественный руководитель Государственного академического ансамбля «Адыгеи» Нальмес Махмуд Кулов. Директор Государственного ансамбля «Эльбрус», народный артист Карачаева-Черкесии, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики Хусей Хубиев. Ассаламу алейкум, дорогие братья чеченцы. Добрый вечер, дамы и господа. Разрешите мне поздравить моего друга с юбилеем, 50-летием. Я хочу от вашего имени и от имени всех работников культуры Дагестана, от Министерства культуры, от академического ансамбля танца Дагестана «Лезгинка», от его директора, лично от себя поздравить его этим юбилеем, пожелать ему счастья, здоровья. Сегодня он занимает очень ответственный пост в Чеченской Республике. Поэтому я хочу пожелать ему творческих успехов. Я знаю, он прекрасный работник. Я хочу поблагодарить вашего президента Рамзана Ахмадовича Кадирова за то, что впервые, по-моему, в истории России назначен был артиста балета министром культуры. Я впервые это слышу. Почему? Потому что, вы знаете, мы всю жизнь потеем, 20 лет отдаем культуре и потом уходим на пенсию. Но после пенсии мы мало себя находим в этой жизни. Поэтому я очень благодарен еще раз вашему президенту за то, что действительно такой прекрасный артист, он действительно прекрасный хореограф, он действительно прекрасный постановщик, он прекрасный руководитель этого ансамбля в войнах. И ведущий коллектив, после тех военных действий, он с руин поднял этот коллектив. Я благодарен ему за то, что действительно ансамбль в войнах сегодня расцветает, процветает, показывает выдающую культуру своего народа в России, за пределы этой России. Вы знаете, когда позвонили в Дагестан, сказали, вы должны приехать. Я говорю, без приглашения я мог бы приехать. Заехав в Чеченскую Республику, я был до событий военных, до событий, очень часто побывал здесь, в Грозном, в гостях в ансамбле в войнах. Мы дружили, я знаю ту плеяду, которые с ним вместе работали. И мне пришлось приехать сюда тогда, когда был разрушен город Грозный и Чеченская Республика. Я видел сверху, с неба, с вертолета. И увидев сейчас, когда заехал именно в Чеченскую Республику, я смотрел и направо, налево, очень сильный ветер был. Я не видел ни одной бумаги. Я думал, неужели это Чеченская Республика? Вот действительно, я был горд. Я сам родился в Чеченской Республике, в село Шалем. Мои предки жили там. Поэтому, когда приехал в город Грозный, я просто удивлен был. Я думал, я в другую страну приехал. Я приехал сразу, меня встретили заведующий отдела культуры Гудурмеса Руслан. Я говорю, повези, пожалуйста, меня в мечеть. Потому что я очень много видел, много говорили об этом мечети. Я зашел в этот мечеть со своим артистом балета и помолились на благо эту Чеченской Республики, чтобы никогда в Чеченской Республике не было войны, никогда не видели стрельбы. Вот поэтому я хочу пожелать, вот действительно, я бы многим руководителям соседних республик сказал бы, возьмите пример с этого молодого президента. Я бы, спасибо, я бы молился бы каждый день, после каждого намаза, просил бы здоровья такому президенту, такому руководителю. Почему? Потому что он действительно, вот в скором будущем вы увидите, что будет в Чеченской Республике, если вот так уже за год, за полтора года застроено, такую красоту сделано. Поэтому вы будете, по-моему, жить как арабские шейхи в Чеченской Республике. Я Дикалу хочу пожелать, чтобы рядом с этим президентом много-много, чтобы шел. Я вижу, как
Ты работал, когда выходил на сцену, он одной позой становился, уже зрителям говорил, вот я, похлопайте мне. И действительно шли аплодисменты. Он сегодня любому молодому даст жару. Посмотрите на его вид. 50 лет. Мы почти ровесники с ним. Поэтому я тебе хочу пожелать здоровья, счастья, чтобы вот так действительно показывал свою культуру чеченского народа на всех мировых площадках. Здоровья, счастья тебе, твоему президенту Рамзану Ахмадовичу Кадырову. Я эту саблю подарил не для того, чтобы просто так вытаскивать. Ее она как ценная вещь, когда нужно вытаскивать, а когда не нужно, пускай она на полке лежит. Добрый вечер, уважаемый президент, уважаемые зрители. Я не буду многословен. Очень горд и счастлив, что я имею такого брата, такого друга. И с огромным удовольствием приехал поздравить его с днем рождения. Хочу пожелать всех благ ему, больших творческих успехов. Он только возмужал. Ему всего-навсего 50, поэтому, я думаю, он еще многие свои дела и в творчестве, и в политической жизни республики себя еще проявит, поэтому хочу поздравить его от всего коллектива, от себя лично, и обнять его по-братски. Уважаемый президент, дорогие друзья, я сегодня не знаю, вот что добавить к сказанному тому, что вот сегодня поздравляют. Действительно, ни один хореограф, ни один руководитель не в силах был бы и будет в будущем, если не иметь такую поддержку, как Рамзан Ахматович. Да, я согласен. Дикалу опытный, грамотный хореограф. Сегодня ему, сегодня мы собрались на его совершеннолетие. Дай Аллах, дай Бог, чтобы последние 50 лет, которые он еще будет на сцене, чтобы рядом был всегда его почитаемый, его поддержка, ваш президент Рамзан Ахматович. И чтобы в его семье, в его очаге было тепло, чтобы он всегда имел надежный тыл и вашу поддержку, дорогие братья и сестры. С днем рождения, дорогой друг! Здесь приветственный адрес Народного собрания парламента нашей республики. Я не буду его зачитывать, я знаю, что здесь сказано от души. Почему? Потому что он не раз приезжал в нашу республику на мероприятия, ни одно мероприятие его без него у нас не проводилось. Я думаю, что по достоинству здесь все написано. И от себя лично тоже поздравляю его. Уважаемый чеченский народ, я вас очередной раз поздравляю, что у вас есть такой президент, такой министр культуры. Я устал везде это говорить, просто дай Бог, чтобы все люди, все президенты наши, чтобы так относились к культуре, как относится ваш президент. У меня сколько папок здесь, я уже запутался, но на меня возложена очень большая ответственность, дорогой Дикал. От всей Абхазии, от коллектива Шаратын мы тебя поздравляем. Как
как нашего брата. Мы вместе учились, я зимой здесь был, тоже говорил. Вместе учились, вместе кусок хлеба ели и так далее, и так далее. Он меня учил жизни. Вот, наконец, я могу уже стоять и читать. Указ. За большие заслуги в деле развития дружественных культурных связей международными и в связи с 50-летием со дня рождения присвоить министру культуры Чеченской Республики, народному артисту Российской Федерации, народному артисту Республики Ингушетия, художественному руководителю государственного ансамбля танца «Войнах» Музакаеву Дикалу Абизедовичу почетное звание заслуженного артиста Республики Абхазия. Президент Республики Абхазия Багапш Сергей Васильевич. 12 марта 2010 года. Я имел большую честь получить такую вот, знаете, награду несколько лет тому назад заслуженного деятеля Чеченской Республики. Я получил, Дикало, видишь, рука руку моет. И народный артист Абхазии Вахтанг Возба. Вот. Открывает нашу юбилейную концертную программу кавалер ордена Кадырова и высшего ордена Хашемитского королевства Иордании, обладатель многих наград и призов, легендарный государственный ансамбль танца «Войнах». Хореографическая композиция «Даймох. Родина». Солисты – заслуженная артистка Чеченской Республики Румиса Чапалаева и народный артист Российской Федерации Дикало Музакаев. Постановка Дикало Музакаева.
На сцену приглашается начальник управления культурных, образовательных, научно-технических программ Федерального агентства Россотрудничества, Министерства иностранных дел Российской Федерации, профессор, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики Надежда Викторовна Кушенкова. Пока Дикало не вышло, я хочу сказать, вы знаете, вот я обожаю ваш коллектив на любых площадках Москвы, Санкт-Петербурга, а теперь в силу новой должности, что ли, обязанностей, которые связаны с продвижением российской культуры за рубежом, вы знаете, вот необыкновенное счастье встречи с этим прославленным коллективом. Для меня великая честь быть другом такого мастера, как Дикало, и такого прекрасного человека. Я надеюсь, что нас связывает независимо от того, какие должности, какие функции. Самое главное, что мы с ансамблем «Войнах», я каждого артиста знаю в лицо. Мы продолжаем наши встречи, и не только теперь на площадках Москвы и Санкт-Петербурга. Я хотела бы вам сказать, что для нас великая честь, что государственный ансамбль, прославленный ансамбль Чеченской Республики в «Войнах» будет представлять Россию впервые за 100 лет на Марсовом поле в городе Париже в рамках перекрестных годов Россия-Франция, Франция-Россия. Это уникальное издание, которое мы передаем от Россотрудничества в дар в честь юбилея Дикало. Я хотела бы вам все-таки перейти к официальной миссии. И поскольку наше агентство – это новая структура в Министерстве иностранных дел, я бы хотела все-таки передать личные поздравления нашего руководителя Россотрудничества, спецпредставителя президента Фарита Мубаракча Мухаммедшина и зачитать это приветствие. Уважаемый Дикало Абузедович, от имени Федерального агентства Россотрудничества примите наши самые искренние и сердечные поздравления с юбилеем, с вашим высоким юбилеем. Мы высоко ценим вас как талантливого руководителя, профессионала, отдающего всю свою энергию, всю свою духовную силу возрождению и продвижению самобытной чеченской культуры, бережному сохранению всего богатства национальных традиций и вековых обычаев предков. Вы со свойственной вам ответственностью и истинной преданностью вносите неоценимый вклад в созидательное развитие и процветание всей многонациональной российской культуры. Ваш многогранный опыт, за которым кроются годы упорного труда и неустанного творческого поиска, снискал вам заслуженный авторитет и славу мастера и учителя не только в России, но и далеко за ее пределами. В этот знаменательный день позвольте пожелать вам, уважаемый Дикало Абузедович, доброго здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, новых творческих успехов, долгих и плодотворных лет жизни. С уважением, Фарит Мухаммедшин. Спасибо. И два слова хочу сказать, что где бы мы ни были, что бы мы ни делали вместе, прежде всего для меня большая честь и огромное спасибо вам, и прежде всего спасибо вам за доверие и за ту честь, которую вы мне оказали, присвоив мне звание заслуженного деятеля Чеченской Республики. Спасибо вам, господин президент, и спасибо вам все, друзья. Постараюсь оправдать. И спасибо, Дикало, тебе.
Пятницкого хор! Мы девчата на подбор! Это Пятницкого хор! Художественный руководитель хора имени Пятницкого, народная артистка России, лауреат премии правительства Российской Федерации, профессор Александра Пермякова. Уважаемый господин президент, дорогие наши друзья, позвольте искренне и сердечно приветствовать вас в день юбилея великого мастера Дикалу Музакаева. Дикалу Абузедович, можно вас попросить на сцену, если вы где-то рядом? А если вы готовитесь к номеру, тогда я скажу это всему зрительному залу. А вы передадите это ему, дорогие друзья. Дорогой наш Дикалу, вы золотая страница в летописи народного искусства нашей страны. Ваше имя с гордостью можно поставить с именами величайших мастеров народного искусства нашей Родины. Это великий Игорь Моисеев, это Надежда Надеждина, Татьяна Устинова, Махмуд Исымбаев. Дикалу Музакаев – это непроходящая ценность нашей страны. Ведь все свое сердце, весь свой талант он вкладывает в каждого артиста своего коллектива. Они будут отдавать своим ученикам. И получается, что творчество Дикалу Музакаева – это вечное дерево народного искусства нашей многонациональной Родины. И от хора Пятницкого искренние, сердечные поздравления в этот незабываемый для всех нас день и низкий русский поклон. Уважаемый господин президент, когда мы готовились к приезду в ваш замечательный город, мы потрясены им. Нам по секрету сказали, что у вас есть одна любимая песня. И примите эту песню в знак огромного уважения, признательности и благодарности за вашу любовь к замечательному ансамблю «Войнах» и к великому мастеру Дикалу Музакаеву. Будьте добры, музыку, пожалуйста. Снова повстречался, зачем нарушил мой покой? Свою судьбу с твоей судьбой пускай связать я не могла, но я жила одним тобою, я так давно тебя ждала. Когда наступят сроки, когда вернешься ты домой, и горькие мне дарь твои упреки, горячий мой упрямый бой. Умчался вдаль казак лихой.
Спасибо вам, дорогие друзья. С праздником, с юбилеем вашего великого мастера. С поздравительным словом на сцену приглашается художественный руководитель Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка», заслуженный артист Кабардино-Балкарии, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики и Республики Ингушетия Игорь Атабиев и руководитель мастерской национального танца Мадина Хацукова. Добрый вечер. Мы чуть задержались, не объявили наших коллег, нашей делегации, депутат парламента Кабардино-Балкарской республики Азамат Кашевич и наш брат Хасан Балахов. Сегодня большой праздник нашего друга, нашего брата Дикало Абузедовича Музакаева. Хотел бы от себя лично, от ансамбля «Кабардинка» пожелать нашему брату Дикалу творческих полетов, счастья, своих детей, чтобы видел он, и долгих лет ему творческой жизни. Спасибо. Добрый вечер. Я немного поправлю ведущую. Она сказала, что я руководитель мастерской национального танца. На самом деле я руководитель мастерской национального костюма. И я хотела преподнести Дикалу Абузедовичу черкеску не только потому, что в моей мастерской мы их шьем, но еще и потому, что черкеска для меня – это одежда, обнажающая внутренний мир человека. Ее архитектура – это конструктивное воплощение кодекса чести мужчины. Это стать, это свободолюбие, это чувство собственного достоинства, это ощущение ценности внутренней свободы. Все эти качества присущи были нашим предкам, присущи они нашим современникам и в полной мере присущи Дикалу Абузедовичу. Я знаю, что у Дикала Абузедовича много черкесок, в том числе и выполненных в нашей мастерской, но эта черкеска особенная. Мы восстановили ее по старинным технологиям, она со старинным кроем, с ручной работой, тесьма, сутаж, который мы использовали, мы плели вручную, басонные украшения тоже плели вручную. Вот. И в гардеробе у каждого мужчины, горца тем более, наверное, должно быть много черкесок. Я хочу пожелать Дикалу Абузедовичу, он сейчас находится в потрясающей творческой и физической форме еще многие года. Добрый вечер. Я уполномочен от парламента Кабардино-Балкарской республики, от председателя парламента Чеченова Анвара Ахматовича наградить почетной грамотой за многолетнюю творческую деятельность, большой вклад в развитие национальной культуры народов Северного Кавказа. От себя лично хочу пожелать Дикалу Абузедовичу многих лет жизни, творческих успехов, здоровья, и да сопутствует всем его делам милость Всевышнего и его благословения. Добрый вечер. От себя тоже хотел поздравить нашего брата, пожелать ему крепкого здоровья, исполнения всех его желаний, времени, всем этим насладиться. Я желаю мира вашему дому, благополучия. На сцену приглашается Государственный академический ансамбль танца «Кабардинка». Чеченский молодежный танец. Постановка Дикалу Музакаева.
Для юбиляра поет Тамила Сагаипова. праздничный танец Картеля. Исполняют народная артистка Чеченской Республики Амина Ахмадова и народный артист России Дикало Музакаев.
Уважаемый Дикало Абузедович, мы, группа Ума Турман, поздравляем вас с юбилеем, желаем крепкого кавказского здоровья, всего хорошего, исполнения всех желаний и удачи. С днем рождения! С праздником! Уважаемый Дикало Абузедович, мы от нашего государственного ансамбля «Песняры» поздравляем вас с юбилеем, желаем вам крепкого здоровья, побольше денег, остальное купите. И главное, творческих успехов, чтобы всегда у вас было все хорошо, чтобы сбылись ваши сокровенные мечты, ибо вы этого достойны. Аристократы всегда. Ну что, хочу от всей души, от нашего трудового коллектива рок-группы «Моральный кодекс» поздравить дорогого и уважаемого министра культуры Чечни с днем рождения, пожелать здоровья, хорошего настроения и чтобы вам доставалось как можно больше из бюджета на всевозможные культурные мероприятия. Успехов вам! Дикало Абузедович, мы, ансамбль казачьей песни «Креницы» из города Краснодара, сердечно поздравляем вас с юбилеем, желаем добра, счастья, здоровья. И вот мы должны сказать, огромное вам спасибо за тот прекрасный ансамбль, который вы лелеете, вы его любите, и мы с гордостью смотрим на плоды ваших трудов. Это замечательные молодые люди, хлопцы, девчонки, на которых смотришь и жить хочется. Спасибо вам большое. Мы сейчас вас поздравим нашим казачьим тостом. Чарочка моя, серебряная, а на золото блюдце поставленная. Вам чарки, вам здравы быть, и чару, и галу. Вам здоровье, Абузедовичу, а невесты всегда раздеваются. Наши гули головки преклоняются, а его дела закричим. Ура! Ура! Я поздравляю тебя с предстоящим торжеством, которое не обойдется одним днем. Я представляю, во что это выльется, потому что это серьезная веха в жизни. Я не хочу говорить, что это какой-то этап, да, но это какая-то подсказка для чего-то важного и дальнейшего. Вот что-то должен сделать каждый человек, когда он подходит к такой дате. Что-то он должен сделать и что-то продлить и продолжить. Поэтому благодарю тебя, дорогой мой, что ты приехал ко мне, привез мне документы важные, привез мне удостоверение народной артистки Чеченской Республики. И для меня это было приятно, трогательно и неожиданно. А главное, вспомни, огромный зал, 6000 зрителей. Это для всех было удивление. И для всех было колоссальная гордость за страну, что люди друг друга чувствуют, понимают, уважают и хотят общаться. Спасибо тебе за это. А еще хочу сказать огромную благодарность за то, что ты поддерживаешь фантастический коллектив, который называется «Войнах». Он представляет культуру чеченского народа в прямом и переносном смысле слова. Женщины – непосредственную статику, горделивую таинственность. Это очень важное. Мужчины просто огонь, добытчики. Но так зажигают, что устоять невозможно. Но это правда. Поддерживание такого коллектива, очень важного коллектива, это не только демонстрация своих традиций, а традиций всей страны. Дикало Музакаев посвятил свою жизнь искусству хореографии. Известный мастер неутомимо, день за днем он оттачивает мастерство хореографии народного танца. Поэтому все постановки Дикало отличаются красотой, изяществом и благородством. Уделяя огромное внимание культуре, возрождению духовных ценностей и традиций чеченского народа,
Дикало Музыкаев, как представитель культурной интеллигенции, даже в самые трудные времена, которые пришлось пережить в Чеченской Республике, всегда оставался верен своему долгу, демонстрируя миру всю красоту истинных ценностей чеченского народа. За годы своей многолетней деятельности Дикало внес большой вклад не только в культуру чеченцев, но и в культуру других народов. На сцену приглашается вице-премьер правительства, министр культуры Республики Башкортостан Ильдус Илишев и художественный руководитель Государственного академического ансамбля танца имени Файзи Гаскарова, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Республики Башкортостан Рим Абдульманов. Уважаемый президент Рамзан Ахмадович, дорогие друзья, я хотел прежде всего вас всех поприветствовать от имени башкирского народа, от всей Республики Башкортостан. Здесь уже говорилось о том, что Дикало Абузедович достаточно активно поработал не только в Чеченской Республике, но у него был период, когда он на протяжении 2 лет работал и в Башкортостане. Его хорошо знают в Зауралье, это ближе к Казахстану, в Сибае. Он работал в Стерлитамаке, это 2-й по величине город республики. Также, конечно, его хорошо знают в Уфе. И вот мы приехали с ребятами, во-первых, показать, конечно же, танец, свойственный башкирскому народу, ну и танец, который Дикало поставил с ансамблем имени Файзи Гаскарова. Но в личностном плане Дикало это действительно очень упорный и в то же время скромный человек. Я хотел сказать, что как человек, курирующий культуру, могу отметить предельную корректность, сдержанность и такой истинный его авторитет среди коллег, которые участвуют в рамках того же Координационного совета по культуре при Министерстве культуры Российской Федерации. Я счастлив, что удалось побывать на родине у Дикало, потому что в Уфе мы с ним много раз встречались, всегда об этом говорили. Ну и здесь вот у нас на память в объективированном виде от правительства все, что мы отмечаем хорошего у юбиляра, написано. Ну и хотел сказать, что президент Республики Башкортостан, здесь говорилось, март очень хороший месяц, ведущими в начале. Он действительно хороший месяц. Муртаза Губайдулович Рахимов 13 марта нынешнего года подписал указ о присвоении Дикало Абузедовичу Музакаеву за большие заслуги в развитии танцевального и хореографического искусства в Республике Башкортостан звание народного артиста Республики Башкортостан. На сегодняшний день Дикало единственный чеченский министр, который имеет свой клон. Я его дубликат. Дикало переодевается. Муртаза Губайдулович говорит, в стране много героев, только никто справку не показывает, что герой. Вот эта вот справка, а это вот, я, конечно, хотел ему на грудь это повесить. Да. Хотел сказать, что я специально сегодня своим заместителям звонил. Выясните, сколько людей, которые вне пределов Башкортостана живут, имеют звание народный артист Республики Башкортостан. Таких людей оказалось, можно пересчитать на пальцах одной руки. Это Мария Биешу, Ирина Архипова, Юрий Григорович, мой хороший друг юности Юрий Шевчук
И пятый теперь Декалла Музакаев. Спасибо. Рахмат. Поскольку надо теперь срочно из Декалла делать башкира, вот такая башкирская шапка. Вот это называется елян. Это мы, я думаю, мы оденем, он никуда не денется. Да. Ну, приблизительно это выглядит вот так. Нет, сейчас это чуть лучше выглядит. Это башкирский мед. Для Декалла, человека очень активного. Мне вот Лом Али, это директор чеченского культурного центра БАРТ Башкортостана. Лом Али мне рассказывал, когда Декалла ставил танцы в Сибае, сидит, говорит, с ночи напролет, только чай пьет и башкирским медом, и ничего не ест, работает. Да? В свою очередь, нашему большому другу Декалу Музакаева хочу поздравить и передать большой привет от Государственного академического ансамбля народных танцев имени Файзи Гаскарова Республики Башкортостан. Искренние поздравления, много крепкого здоровья, творческого долголетия и, конечно же, процветания великому ансамблю в войнах. Уважаемый Рамзан Ахматович, дорогие наши гости, разрешите мне от имени Чеченского общественного культурного центра Республики Башкортостан поздравить нашего юбиляра. Немного отступив, хотелось бы сказать следующее. Декалу Абуязидович на сценах башкирского театра поставил более 13 танцев. Это меня радует как чеченца, живущего в Республике Башкортостан. Когда идешь на любое мероприятие, Уфе, Стерлитамаке, Ишимбае, Сибае, это от 100 и до 600 километров от одного конца до другого конца. Бывает приятно, когда в своих выступлениях говорят режиссер и постановщик, народный артист Российской Федерации Музакаев Декалу. В душе бывает, как чеченцу, сидящим, как говорится, в зрительном зале, зажигает это все. Декалу – это носитель чеченской культуры. И не только чеченской. Он и разные танцы поставил. И чеченский, и ингушский, и гаучук, и аргентинский танец. Вот ветхидолж далди алуалис. Рамзан Ахматович, такое огромное мероприятие, которое без поддержки президента, правительства практически было бы очень провести тяжело. Далди алуалу Декалу изамдел. Дал мукш наш проект. Читать не буду, но передадут, думаю, почетная грамота от Дома дружбы народов Республики Башкортостан и от Чеченского общественного культурного центра. Прошу передать. И вот это кусочек нашего Южного Урала, Башкирии, Мурадымовское ущелье, тоже память о чеченской культуре, которая живет в Башкортостане. Большое спасибо, наши башкирские братья. Будьте уверены, все будут передано оригиналу. И танец башкирских джигитов «Медный каблук».
сцену с поздравительным словом приглашается художественный руководитель Государственного академического ансамбля танца «Алан» Республики Северная Осетия, художественный руководитель, народный артист Республики Северная Осетия Алания Станислав Козаев. И директор ансамбля «Алания», заслуженный работник культуры Российской Федерации Юрий Макаев, а также главный балетмейстер ансамбля, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики, народный артист Республики Северная Осетия Алания Каспулат Касаев. Уважаемый господин президент, дорогие братья и сестры, я, мои коллеги, наш коллектив благодарны судьбе, что нам предоставилась такая возможность вместе с вами праздновать такой замечательный юбилей. Прошло не так много времени, как мы в этом зале праздновали юбилей легендарному ансамблю «В войнах». И вот сегодня мы опять вместе празднуем юбилей его замечательному руководителю, нашему другу, коллеге Дикалу Абузетовичу. Я хочу от имени коллектива Государственного академического ансамбля танца «Алан» сердечно поздравить его коллектив с таким замечательным юбилеем, пожелать ему здоровья, достижения огромных творческих вершин. Можно праздновать юбилей, но многие празднуют и оглядываются и ничего не видят. Но Дикалу Абузетович относится к тем людям, которые могут сегодня оглянуться назад и увидеть много-много сделанное. И он может себя считать счастливым человеком, и мы его также считаем. Дорогой Дикалу, прими наши сердечные поздравления, наш скромный подарок. И мы знаем, что из репертуара ансамбля «Алан» вы любите танец. Какой вам покажут наши младшие. Танец приглашения. Государственный академический ансамбль танца «Алан».
Правильные черты лица, глубокий ясный взгляд. Вот таким запечатлил фотограф будущего мастера сцены, художника танца Дикалу Музакаева в далеком 1968 году. В 1975 году Дикалу поступил на хореографическое отделение Грозненского культурно-просветительского училища. В 1976 году во время государственного экзамена его замечает знаменитый хореограф, художественный руководитель государственного ансамбля танца в войнах Топа Элимбаев. И в возрасте 16 лет он стал солистом государственного ансамбля. Артист России Дикало Музакаев. Я счастлив, что в 2001 году на мою судьбу выпала доля быть руководителем возрождающего коллектива моего родного ансамбля в войнах.
Я счастлив, что президент мне поручил создать новую программу государственного ансамбля песни и танцы «Нохчо», чем я занимаюсь на сегодняшний день. Я счастлив, что меня поддержал президент и дал мне поручение создания государственного театра танцев народов мира Махмуда Исамбаева, великого Махмуда, славного сына чеченского народа. Я их всех безмерно люблю, уважаю и горжусь, что я часть, этническая часть, принадлежащая этому народу. Премьера танца «Нохчи Ширхалгар» – старинный чеченский танец. Исполнение чеченского государственного ансамбля песни и танца «Нохчо». Постановка Дикало Музыкаева.
чеченский народ, чеченская нация, это титульная нация России. И обязательно наши люди должны воспитываться на классической музыке, на классическом искусстве, на лучших образцах произведений Димаевых, Аднана Шахбулатова. То есть нам надо возрождать, развивать и пропагандировать классическое искусство как высокоморальное, как высокоэстетическое искусство. Известному хореографу, профессору, народному артисту Российской Федерации, лауреату многочисленных премий, а также обладателю почетного звания «Министр года 2009» и, наконец, министру культуры Чеченской Республики Дикалу Музакаеву исполнилось 50 лет. Из них искусству отдано 35. И сегодня, будучи на посту министра, курируя одно из стратегически важных направлений возрождения культуры поствоенной Чеченской Республики, слова, так часто звучавшие в устах тех, с кем мы встречались, он на своем месте, кажутся чуть ли не пророческими. Безусловно, талантливый человек. Даже одно то, что он работает с таким количеством молодежи, скажем, как ансамбль, и взять, организовать, направить, это уже говорит об одном. А так, сам по себе он, безусловно, талантливый. Это государство отметило званием народного артиста Российской Федерации. Нет предела совершенству, отмечали мудрецы, и если в хореографии взяты все вершины, хотя, оговорившись тут же, хочется добавить, вряд ли наш герой согласился бы с этим высказыванием, отчасти в силу природной скромности или вечным желанием любого творческого человека расти, шлифовать свое мастерство как алмаз, искусной рукой доведенный до изыска. Нашему герою по роду деятельности пришлось научиться далеким, казалось бы, от творчества вещам. Всегда человек тяжело делает то, что он не понимает. Сейчас я разбираюсь, мне кажется, разбираюсь, и в строительстве разбираюсь почти как в искусстве. Стремительно были взяты вершины, позволившие нам проводить в республике мероприятия международных масштабов. Это было тяжелое время. Разруха, погребенный под развалинами город, и сейчас, вспоминая те времена, как никогда остро ощущаешь Аллах милостив к чеченской многострадальной земле. Все буквально на глазах преображалось. Добрая воля первого президента Кадырова Ахмад Хаджи, а затем и молодого чеченского президента, поражающего своей неиссякаемой энергией и работоспособностью, способствовали тем колоссальным изменениям. И наверняка в истории человечества можно смело это утверждать, нет примера столь быстрого возрождения материальных и духовных ресурсов страны. Воистину историю делает личность. О событиях тех лет еще будет сказано, ведь большое видится на расстоянии, а в нашем случае, находившемуся в гуще тех событий и изменений Дикало Музакаев, считает важным любое событие, касающееся культурной жизни республики. Когда я сделал заявку на 10-й юбилейный фестиваль «Мир Кавказу» в городе Грозном, Координационный совет меня не поддержал. Сказали, что еще нету дворцов культуры, нету стадионов в Чеченской Республике, что это нереально. Когда я приехал домой, я доложил нашему президенту Рамзану Ахматовичу, сказал так и так, что 10-й юбилейный фестиваль нам не отдают из-за того, что нету ни стадиона, никакого дворца культуры. Он мне сказал: заявляй смело, давай в нашу республику этот фестиваль, и стадион будет, и все будет. Это было вот буквально в апреле месяце, а фестиваль надо было проводить в августе месяце. И когда я заявил, что стадиона, которого нету еще, будет к фестивалю, на меня все смотрели как на инопланетянина. Ну, я знал, что если президент сказал, что это будет так. Я-то это понимал, они не понимали. Ну, состоялся в нашей республике фестиваль. Вы знаете, что и население, и руководство республики высоко оценили. С именем президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова связан весь позитив последних лет. И хотя его энергия, его воля, его внимание является движущей силой для всех сфер республики, культуре была отведена особая ниша. Год 2008 по указанию президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова был объявлен годом культуры.
Дикало Музакаев, министр культуры Чеченской Республики, утверждает, никогда за всю историю не было сделано столько в области культуры, как за последние годы. Восстановлению материальной базы уделялось очень много внимания. Строительство домов культуры, возрождение Национального музея, реставрация музея Лермонтова, воссоздание музея Льва Толстого и много других исторически значимых объектов. Это всеобщая гордость и победа чеченского народа. Я все цветы нашей республики, моей любимой Чечни, бросаю к ногам Дикало Музакаева с 50-летия. В родном селе Серноводске чествуют своего знаменитого односельчанина. Здесь собрались друзья детства, одноклассники, педагоги, родные и близкие. Мы его все уважаем, любим, гордимся мы Дикало, что из нашего села. Vai esta se diem boste a bode lil o kojima a kant чувствовал дизель вот чувствовал башек бор sabes bat istalilino. В 2001 году по просьбе Кадырова Ахмад Хаджи Дикало Музакаев собрал коллектив «Войнаха». И началось возрождение, можно сказать, с нуля. Никакой материальной базы, давно не выступавшие на сцене артисты, вокруг отголоски войны. Все это не могло повлиять до жадных на творчество людей, тем более, что была и вера в человека, позвавшего за собой. Слова известного писателя, ученого Канта Ибрагимова как нельзя точнее передают суть этого человека. И хотелось бы, чтобы в чеченском обществе каждый из нас точно так же, как и наш герой, находился бы на своем месте, занимаясь тем, что любит и умеет делать лучше всего. В войнах, которую Дикало буквально возродил из руин, с пепла, это ансамбль, это как в самые тяжелые годы войны, этот ансамбль был как родник, который питал нас жизнью. Меня в нашей республике знали как исполнителя танца, как постановщика танца. Конечно, я должен следить за собой и сохранить себя именно в этом качестве, потому что я думаю, что и для народа, и для руководства я большую ценность представляю как профессиональный человек. Дорогие друзья, сейчас на сцену приглашаются замечательные ветераны легендарного ансамбля «Войнах». Добрый вечер, уважаемый наш президент, уважаемые гости, дорогие зрители. На сегодняшний день, вот то, что мы имеем благодаря нашему президенту, вот такого министра культуры, как Дикало Музакаев. Отличный театрально-концертный зал, шикарная сцена, но он оказался мал, и сцена мала, чтобы вместить тех людей всех, которые остались там, вне стен этого зала, которые хотели бы прийти и поздравить Дикало Музакаева с его юбилеем. Я хочу зачитать сейчас приветственный адрес. Уважаемый Дикало Абузедович, от всей души поздравляем вас с юбилеем. Желаем вам достижения новых высот в нелегком деле служения искусству, верных и преданных друзей, здоровья и семейного благополучия. На сцену приглашается министр культуры Республики Ингушетия Якуб Султанович Патиев. Дорогой друг, наверное, немного найдется в нашей стране наших коллег, которые могут похвастаться такими успехами. И сегодняшний юбилей
я думаю, не столько и не только потому, что ты министр культуры, но потому что за твоими плечами огромный труд, огромный талант и сотни учеников твоих по всей стране. Только в одной Ингушетии их насчитывается несколько сотен. Поэтому я уверен, что чеченской культуре повезло с таким министром культуры. И еще одно. Выступая до меня, представитель Дагестана сказал, что это единственный случай, когда артист балета стал министром. Не единственный, но это редкий случай, когда это удачное назначение. И это благодаря президенту Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу. Я желаю удачи культуре чеченского народа, желаю удачи министру культуры Чеченской Республики, потому что от этого зависит многое в нашей жизни, в нашем общем доме Кавказа. Успехов, удач. Когда-то одному старцу, когда пожелали 100 лет жизни, он сказал: не ограничивайте волю Господню. Поэтому мы не будем ограничивать волю Господню, не имеем, слава Богу, этих возможностей. Поэтому я желаю ему долгих-долгих лет красивой, доброй и хорошей жизни. И с собой мы привезли танец, который исполнит как раз-таки его воспитанники, Богатыревы. Спасибо вам. Государственный ансамбль народного танца Ингушетия. Керкхуай Хелгар. Терский танец. Постановка Дикала Музыкаева. Солисты. Заслуженная артистка Республики Ингушетия Зульфия Богатырева и народный артист Республики Ингушетия Джабраил Богатырев.
Юбиляра поздравляет заслуженная артистка Чеченской Республики Ася Абубакарова. В искусстве ты выбрал дорогу, ведущую к храму. Пусть не был усыпан красивыми розами путь, но прочь, отвергая грехи, ты чуждался харама, халал утверждая во всем, как житейскую суть. Себя не щадишь ты, и тратишь здоровье и силы, быть новому танцу, пока есть орлиный полет, стать нынче похвально народным артистом России. Есть звание выше, иметь всенародный почет. Дикало, ты выбрал дорогу, ведущую к храму. Все доброе в нас пробуждает гармонь. По-русски звучит твое имя, как доброе пламя. Так пусть же не гаснет души благородный огонь. На сцену приглашается художественный руководитель Государственного детского ансамбля танца «Ватан» Республики Дагестан. Заслуженный деятель искусств России, народный артист Чеченской Республики Али Магомедалиев. Я хотел бы пригласить моего брата Дикало Абузедовича. Дикало, подойди, пожалуйста. Пусть народ, чеченские гости знают, что уже более 30 лет мы с Дикало дружим. Вот видите, вот на этой фотографии. Правда, он не видел его. Покажи. Ну, они не увидят. Да. Да? Я расскажу. Вот он, Дикало, в середине. Здесь стою я рядом. Вот это дагестанец, это украинец, кабардинец, белорус, адыгеец.
Но вот насколько у нас ансамбль песни-пляски, все находились там, танцевали, веселились, радовались и трудности делили. И на сегодняшний день, вы знаете, честно говоря, время идет, жизнь идет. Я не хочу сказать, что мы стареем, мы наоборот молодеем. Да, и жизнь будет продолжаться. Дал Аллах, все будет хорошо. Вот это память для Дикало. Ну, вот это мы привезли из Дагестана. 99 имен Аллаха. Чтобы вот это все оберегало его дом, его лично. И, естественно, народ его, который любит его. Чтобы берекет был на вашей земле, братья мои. Ассаламу алейкум. Ансамбль «Ватан», хореографическая композиция «Горцы Кавказа».
Поздравить юбиляра на сцену приглашается Государственный молодежный театр «Серло», художественный руководитель, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики Хава Ахмадова. Тихячна, шолтка из Черевирзанч, Музыкаев Дикалун, попел биографии Йозит Езхан. Музыкаев Дикалувина, Цаэзер Испа Кустал Шара, Эйди Олш Мартя. И дыздяш Цаэзер Испа Кустал Шхалгар Шара, Бакиовид Магамай Муслим. Дикалу Дунянчу Элч, Войне Халхаш Дити, Дунянчур Моссук Эмни Халхаш Давола, Эсэмбаев Махмуд. Цайзер Испа Кустай Вархал Шара, Дикалу и школе Дешвет, от Шара, Нохч Галгай Пачхал Ради Охши, Юла Сюри, Хомени Гвалаш Бог, Хиттая Зир Шемилев Жансарис. От радио Ахилч Хит Паради, Халхар Метк Йох Дацагав Салман, Даулчу Комбайнери Илит. Ариол Дюхарлер Нохчи детектив, Мохмад Язин детектив, Дашуа Маха. Шедюхалер Придох Дикалус, физкультур уроки. Цайзер Испа Кустай Веритот Шарах Дикалус Чак Йох Юк Эр Ишко. От Шарах Нохчи театран сценит я, Бош Элях, Ленин Хилер, Там Тох Зудламан Хо, Мершит Хайкажаш, Боч Хэхамшн Жоп Луш, Нохчи Зудбер Шеквертер Йолк Швахкус. Ак Цадо Зудберш, Иц Анах Шаллой, Минингит Тети Цонгшху. Кусаев Адиз Язин, Бегал Хул да Бам, Комсомольца, Штека Лемаш, Боху Стихотворенш Арьол, Дикалу Хелхарху, Ойл Колло. Цаэзер Испа Двюстэ Воргал Чарах, Дикалус Чехрак Эмгоу. И Гую Хаишон, Идерю Московский государственный университет культуры. И Бахня Дишо Дадельч СССР. خوش باودیس دودای موسین مستقلین شرج ایل هایک انتی محکری لربایشه باغچو ایلیتا خلق ایویستخل رسای حسین دیکالوس شیناق وستشتن نخچوت ایول خلخری تئاتر قل إقيتي تعيزر إسبع دوز يلخي توشو أشرع سيستون خوشنا نين خوشنا حلقة دول سيل عديقر قوش داش ديكالو غلغاي مقدع بيدي غلغاي تي التأيوج خلقن أنسامبل كوغل غوخل نوختي خلق بويلعدوس ق شرح يصير إشيك أنت سواري أم إقيت سوا تتجين نوختي خلق تونت أحد عدغر غلغاي مخك ديكالو ما ديكدو خاستون سخوي نين خوي أبسترالي عشبوش تيجا عشخلار ما خلق در نوختي خلقن هونت أعدا شيء زر حلقر شو أتشرع ديكالو بينك أنسامبلن كوغل خوهوتي دايماخ كيورز سونت يحيى دايماخ كدرز ولا نوختي خلق أتشرع نيويورك يرشيني بسكريب وعيوش تيتانيك فيلم تحيت أوسكار له ديكالو تعاق صلاة ديكالو شاك ويتا تير أوسكار يا ويشوات زاتو ديكالو شيء زر دي أوتشرع رسي خلق أرتيسيا سيلات تدول تنالات بيتش يا زيوخ بإيش ديكالو إيش تبيت شازيو إخيال خريال لتألو سценить أهنخ شو ديكالو توجيتوش دو أرجنتينا حوسر خوي عدين شحتينا شيزر ورولشو ديكالوس مالوتا ياش ويكولتو قواش عقات تدمي يوتي نخشي ريسبوبليكين بريزيدنت رمضان أحمدович Кадыров из культур президент واتو أتشرح خويتوش مارتيا إباستي خزير إحكي قيوخ ياتر جوري توقير أي شورت لو دير هتا دين وريسبوبليكا بالبيشو اللي آلر خوي إيشر شلقر خوي خويت فابريكش خلخري أنسامبلش تياترش هتا دين نوختي كولتور زازداقشو هتا دين نوختي كوي وقت باق ديكالوس Вы юбилярце дикалую. Örsi матты дякча, доброе пламя олцун. Керча дик алохельч и öшер худу.
شورت حيشي دت جيجيج إتصعدوا شوغ دلح إيش دكنية هقطيب دكنية نوخشو تشو ووخش هويح شيكرن ديمن غالي يا أستغن شارخ تخون خزنا ديكالوت راهو دوتنا غاليش دوال سنديلا أوغت خيس أوغت دينا أستغن شارخ ديكالو ديكنا ملاتا يستخ آلوت إح مسار بطوي أستخ ديكالو سادا ميالا حقير آلو Войнохчи культуры гала, юахтаря хаэхту бала, лушу театр серло, Ахига Морелло. Астаран балануо, кираца морцуш. Бэшоусты итшара бехила хо. Üstad baynasa, üstad gidişo. Собор диа. Директор Государственного академического ансамбля Кубанского казачьего хора, заслуженный работник России, Украины и Республики Адыгея Арефьев Анатолий Евгеньевич. Добрый вечер, дорогие друзья, с юбиляром вас. Я не буду говорить долгие речи, я только вручу моему другу Дикало приветственный адрес, который подписал художественный руководитель Кубанского казачьего хора, народный артист России, Украины, Республики Адыгея, Народной Республики Абхазии Виктор Гаврилович Захарченко, и благодарственную грамоту, которую вручали гостям Кубанского казачьего хора в 1911 году, когда нам исполнялось 100 лет. Сегодня Дикало всего лишь 50, так что у него есть к чему стремиться. Дорогие друзья, здесь показывали кадры, когда состоялся первый концерт в 2001 году чеченского ансамбля «В войнах». Я немного напомню еще один исторический факт. Дело в том, что в мае 2001 года чеченский ансамбль «В войнах» приехал на Кубань, в Краснодар. Он там репетировал новую программу, ему там шили костюмы в творческом объединении «Премьера». И первый танец состоялся, первый концерт состоялся в мае 2001 года ансамбля «В войнах» у нас на Кубани, у нас в Краснодаре. Вы знаете, сегодня много говорилось о Дикало, ему дарили подарки. Мне кажется, что настало время и нам подарить подарок. И я скажу, что Кубанский казачий хор был в марте месяце в Канаде на зимних Олимпийских играх в Ванкувере. И мы участвовали в церемонии, получали олимпийское знамя, которое пришло к нам на Кубань в Сочи. Я думаю, символично был тот факт, что вся российская делегация и делегация Краснодарского края была одета вот в такие кепки. Был вот такой шарф, на котором написано, растяните, пожалуйста, растяните, «Россия». И такая спортивная майка, где написано адрес нашей будущей зимней Олимпиады. Мы бы хотели вручить этот комплект президенту Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову. Он здесь? Да? Нет его, да? Значит, будьте добры, передайте, потому что весь вечер дарили подарки одному лишь Дикало. Я думаю, что это не совсем справедливо. Еще, дело в том, что у нас несколько дней назад состоялось совещание руководителей творческих казачьих коллективов, и на него приехал ваш начальник управления культуры Шелковского района.
Значит, ему на этом совещании так понравился баян, который для кубанского, гармонь, который для кубанского качевого хора сделали тульские мастера. Это лучший баян, который сделали по заказу кубанского качевого хора. Это директор Тульской музыкальной фабрики. И он подошел к директору и говорит: слушайте, а вот бы нам такую гармонь. Он говорит: что купить? Он говорит: нет, подарить. Значит, я говорю: ну давайте подождем, конечно, надо подумать это. И мы решили приехать сюда на юбилей к Дикало. А он, как министр, должен заботиться не только лишь о своем ансамбле «Войнах», но и о любительских самостоятельных коллективах всех районов Чеченской Республики. И поэтому мы гармонь вручаем министру культуры, для того, чтобы он сейчас на этой сцене вручил эту гармонь начальнику управления культуры Шелковского района. Где начальник управления культуры Шелковского района? Да, пожалуйста. Гармонь от кубанского качевого хора и тульских мастеров Тульской музыкальной фабрики в день рождения Дикало. По-моему, это будет знаковое событие, согласитесь, да? Ну и... Так что ваша мечта сбылась благодаря моему другу Дикало. Поздравляем вас. Ну и вы знаете, что говорят, что Дикало большой такой мастер, который заставляет и медведей танцевать. Ну, значит, сейчас я попробую эксперимент сделать, потому что, как я загорелся темпераментом тех кавказских танцев, которые здесь показывали, и попрошу одного любого музыканта, оркестра в «Войнах», можно к вам подойти сюда? Или вы там будете, да? Как вас зовут? Рамзан, я здесь. Рамзан. Вы знаете, символично, что играть будет Рамзан, чеченский музыкант, а пробовать не танцевать, а просто симпровизировать кубанский казак. Вы не возражаете и не обижайтесь, пожалуйста, если у меня плохо получится. Но это от души вы. Спасибо. Это такая импровизация. Ну а теперь профессиональный подарок. Солистка кубанского качевого хора, она только начинает свою творческую карьеру. Евгения Дживага. Пожалуйста, музыку. Пекло вогняне, та й давай.
На сцену приглашаются солисты ансамбля «Песни и пляски» Северокавказского военного округа 1980 года призыва «Танец друзей». Золотой фонд российских вооруженных сил, офицеры запаса, генерал ансамбля в войнах Дикало Музыкаев, генерал ансамбля «Ватан» Али Магомед Алиев и генерал ансамбля «Кабардинка» Игорь Атабиев. Баркал, Дересхи. Я скажу на понятном языке. Они, хотя и чеченцы, ребята, но они русский понимают чуть лучше чеченского. Это мои братья, наш президент их знает обоих лично. Обоих их наградил высшими наградами нашей республики. За кулисами стоят еще человек 10 наших вот таких братьев. Но танцевать рискнули только они, потому что самые стройные. Самые тяжелые времена 2001 год, когда в войнах первый раз выходил на сцену, ансамбль в войнах начинал свою репетицию с инструментами ансамбля «Кабардинка» под руководством Игоря Атабиева. Костюмы помогли нам костюмами. Академический ансамбль «Нальмес»
Мухаммед Кулов, руководитель. Анатолий Арефьев, который прекрасно цыганку отплясывал, помогал всем, чем мог. Я боюсь сейчас забыть, назвать чьи-то имена. У чеченцев и вообще у людей на свете есть такая свойственность запоминать и оставлять в сердцах людей, которые тебе пришли на помощь в трудную минуту, в радость всем хорошо. А друзья познаются в трудные минуты. Эти ребята испытаны временем. Я их искренне люблю, уважаю. И вижу с вашей стороны ту же любовь к ним. Я счастлив. С вашего позволения офицеры запаса отбудут. Настоящие рыцари Кавказских гор. А сейчас на сцену приглашается директор государственного детского ансамбля песни и танца имени Махмуда Асымбаева «Даймох», народная артистка Чеченской Республики Амина Ахмадова. Чеченский солнечный, самый-самый прекрасный на земле. Красоту эту увидишь в сказке или в чудесном сладком сне. В горах Кавказа родина наша, ее нет ближе и родней. Где бы мы ни были, что бы ни делали, мы возвращаться будем к ней. В горах Кавказа родина наша, ее нет ближе и родней. Где бы мы ни были, что бы ни делали, мы возвращаться будем к ней. Девушки наши словно жар птицы, а парни наши как орлы. Своей землей мы древней гордимся и вечно будем ей верны. В горах Кавказа родина наша, ее нет ближе и родней. Где бы мы ни были, что бы ни делали, мы возвращаться будем к ней. В горах Кавказа родина наша, ее нет ближе и родней. Где бы мы ни были, что бы ни делали, мы возвращаться будем к ней. Если ни разу в Чечне ты не был, не видел гордых птиц полет, не видел, как чеченцы пляшут, напрасно жизнь твоя течет. В горах Кавказа родина наша, ее нет ближе и родней. Где бы мы ни были, что бы ни делали, мы возвращаться будем к ней. В горах Кавказа родина наша, ее нет ближе и родней. Где бы мы ни были, что бы ни делали, мы возвращаться будем к ней.
бы хотела поздравить нашего юбиляра Дикалу Абузедовича и пожелать ему всего-всего самого наилучшего. Самое главное – здоровье. И от своего коллектива я посвящаю ему танец. Спасибо. Хореографическая композиция «Курабал». Ансамбль песни и танца «Даймуак».
На сцену приглашаются заслуженный артист Чеченской Республики, народный артист республик Северная Осетия Алания, Южная Осетия, Республики Абхазия, заслуженный артист РСФСР Надар Плиев и Роксана Плиева. актриса театра и кино, певица, заслуженная артистка ЧССР, заслуженная артистка Северной Осетии Алания
заслуженная артистка Абхазии, народная артистка Республики Ингушетия Тамара Яндиева. Спасибо, дорогие друзья. Это был подарок, мой подарок замечательному моему другу Дикалу Музакаеву. Это была народная ингушская песня «Сауди». Юбиляра поздравляет директор государственного ансамбля песни и танца Калмыкии «Тюльпан», заслуженный работник культуры Республики Калмыкия Тюрбя Босхамджиев. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, уважаемые друзья. Мне очень приятно. Здесь уже месяца 3 назад мы были на юбилее ансамбля танца в войнах. И вновь здесь вернуться и показать наше калмыцкое искусство для чеченского народа. Сегодня этот торжественный день. Хочу я передать поздравления от правительства Республики Калмыкия, лично от ансамбля песни и танца «Тюльпан». И в этот торжественный вечер я хочу дорогому другу Дикалу посвятить танец журавлей. Этот танец посвящается его родителей. То, что они воспитали такого великого сына чеченского народа. Я еще раз его хочу поздравить. Примите, пожалуйста, этот подарок от Государственного калмыцкого ансамбля песни и танца «Тюльпан». Калмыкия была всегда рядом, всегда в ваши тяжкие времена. Юбиляра поздравляет государственный ансамбль танца Калмыкии «Тюльпан». Парный танец «Журавушка». Художественный руководитель ансамбля, заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия Маджиев Аркадий Наминович.
Вновь на сцену приглашается легендарный государственный ансамбль танца «Войнах». Войнахский праздничный танец. Постановка Дикало Музакаева.
И вновь на сцене наши гости из Калмыкии. Государственный ансамбль танца «Тюльпан». Княжеский танец «Тавшур». Государственный академический ансамбль народного танца «Тюльпан». Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова Республики Башкортостан. Танец аргентинских пастухов «Гаучо».
Постановки народного артиста Российской Федерации Дикало Музакаева.
Танец аргентинских пастухов Гаучи в постановке народного артиста Российской Федерации Дикало Музакаева. Народный артист Российской Федерации Дикало Музакаев. Пусть танец отзовется радостью в людских сердцах. Пусть светят ярким солнцем твоя гордость, твой война. Бесстрашные джигиты, небо смелые орлы. Как эти птицы отважны, сыновья моей Чечни. Странные, величавы, в каждом взмахе нежных рук. Снова на сцене горянки, словно лебеди плывут. Сила и смелость в глазах, и взлетая в танце, как птица. Пусть сердце будет биться, ритмом твоим война. Сила и смелость в глазах, и взлетая в танце, как птица. Пусть сердце будет биться, ритмом твоим война. Радует теплом весна, и ярче расцветает родина моя Чечня. Все то, о чем мечтаем, все, что дорого для нас, в танце своем расскажет наша гордость, наша война. Бьется в сердце горячих дух победы и любви. Гордый, стремительный танец, талисман моей души. Ярким своим талантом удивляя мир
сердце будет биться ритмом твоим война. Сила и смелость в глазах, и взлетая в танце как птица. Пусть сердце будет биться ритмом твоим война. Пусть сердце будет биться ритмом твоим война. С 24 марта в адрес юбиляра с утра продолжают поступать поздравительные адреса и телеграммы из различных регионов Российской Федерации. Дикалу, вам только 50. Ваше солнце еще в апогее. Мы верим, что человек, который в своей душе имеет такие могущественные потенциалы, как доброта, человечность, большая любовь к своему народу и талант к искусству, способен покорить самую высокую вершину, остаться таким в наших сердцах. Образ орла в вашем характере. Орел всегда стремится к высоким вершинам жизни. То, что вы делаете сегодня, это и есть ваша цель. Быть всегда выше всех низких широт на земле. Огромного вам человеческого счастья и творческих удач, Дикалу. С уважением, ваши нажаюртовские друзья Бека Эльмурзаев, Висита Мусхаджиев, Сали Айдамиров, Умар Хаджи Бисамбиев и Харон Джабраилов. Бека, просим вас на сцену с юбиляром. Бека, два шведа. Дикалу. Таган وشقت حبعنا وشقت أدم صار حبك اشترك دال سين ده دويل. أتحيك تحولش بس قيمش هو شح وخلاص خدش إيلر سون ديتان تديتر سون أسكش دينش دون ديت دلر هم تخون شو المسألة تقوي يشغله وهرس بيحكي لازع شو ما مصر متى ما ديكالو أحد هنا وين يغلق وين يوزن يغلش بولرت حجرت خل خرسي دو خرسي مستو آغر وين تدقنش مستو خلق سناديون دقيتن دوزيتن يدير يدخل الهون يدير يدخل الألاسون دي هون أحق دشقه يسون ما خادو خوش وين بوردم جمل والواز وين باتشدو نمزان برك الألاسون خزني يحسن ما خادو خوش ويهدو عن دوغلز يخلل إذا أحوط وين كولتوري بره يأشر وكولتوري داخل دوشتو ززة تكون بق يق بيحك عن بق حتون خلل ده دقوا أول ليه ليك سالشون دقيتو هم دات ده الأول ده لا يسمع عن يان عيق موال ده Я скажу на общедоступном языке, потому что у нас много гостей. Чеченцы всегда с великим уважением относились к гостям. Будем говорить на понятном нашим гостям языке. Я искренне благодарю всех наших соседей, начиная с Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, РСО Алания, Абхазия, Дагестан, Ингушетия. Всех вас, дорогие мои сестры, братья, за ваше терпение. Уже более, по-моему, 4 часов идет мероприятие. Спасибо вам за терпение. Это ваше уважение к культуре Чеченской Республики, своего народа, не только к Музакаеву и гостям нашим. Хотелось бы искренне поблагодарить Муртазу Зубайдуловича Рахимова, президента Республики Башкортостан, то, что он уважил чеченца, присвоив ему первое звание народного артиста Башкортостана. Багапш, президента Республики Абхазия, я искренне благодарю за оценку моего труда. Это звание мне было присвоено еще в 1992 году, когда я был гостем из Чеченской Республики, единственным гостем на международном фестивале адыго-абхазской культуры. Тогдашний президент Ардзамба мне объявил это звание. Сегодня я его получил спустя почти 20 лет. Я не тот человек, который работает ради звания. Если бы я имел бы какую-то цель иметь именно эти звания, я, наверное, их никогда и не имел бы.
Я работаю, потому что я люблю эту работу. Потому что вот эти глаза из зрительного зала, вот эта надежда земляков, то, что ты их не подведешь, то, что ты достойно себя поведешь, собирает 50-летнего старика собраться и с молодыми наравне плясать на этой сцене. Это ваша любовь ко мне и к нашей культуре. Я искренне благодарю нашего президента Рамзана Ахматовича за добрые отношения к культуре своего народа. Он уважает и ценит самое сокровенное, что есть у нашего народа. Это наша культура. Нет культуры, нет народа. Есть люди, масса безликая. Дай Аллах, дай Бог, чтобы этого дня не увидел ни один народ на свете. Культура – это колыбель всех народов. Это самое сокровенное, самое дорогое и самое достойное, что есть у каждого народа. Разница только в одном – какой народ как относится к своей культуре. И у какого народа есть подлинные представители, носители этой культуры в лице профессиональных деятелей. В Чеченской республике они есть на юге России, в братских республиках. Посмотрите, какая красота на сцене. Вот что, чем богата Россия и чем богат Кавказ. Кто бы что ни говорил, наш президент делает все, чтобы на Кавказе был мир, и чтобы этот мир шел от Чеченской республики. И наша культура также протягивает братскую руку всем регионам России, всем народам мира. Ассаламу алейкум, дейл ресхейшн, далт я берти. Мы, как ведущие, просим простить за то, что не объявили всех друзей и гостей, которые преподнесли подарки нашему юбиляру. И сердечное спасибо моей коллеге, всеми нами любимой Тамаре Елдиевой. Далдик меня Гольдиловой, марш войл. На своде гор высоких, где рождается заря, живет и процветает Родина моя Чечня. Пусть танец отзовется радостью в людских сердцах, пусть светят ярким солнцем твоя гордость, твой война. Бесстрашные джигиты, небо смелые орлы, как эти птицы отважные, сыновья моей Чечни. Странные, величавы, в каждом знаке нежных рук. Снова на сцене горянки, словно лебеди плывут. Сила и смелость в глазах, и взлетает танцы, как птица. Пусть сердце будет биться, ритмом твоим война. Сила и смелость в глазах, и взлетает танцы, как птица. Пусть сердце будет биться, ритмом твоим война. Радует теплом весна, и ярче расцветает Родина моя Чечня. Все то, о чем мечтаем, все, что дорого для нас, в танце своем расскажет наша гордость, наша война. Бьется в сердце горячих дух победы и любви. Гордый стремительный танец, талисман моей души. Ярким своим талантом удивляя мир не раз. В каждом движении танца прославляет наш Кавказ. Сила и смелость в глазах, и взлетает
Встречи, совещания, командировки, мероприятия, репетиции, научная работа, костюмы, ансамбли, творческие коллективы – это сегодня такой насыщенный ежедневный график обычного рабочего дня простого чиновника, да еще и творческого человека Дикало Музакаева. А когда-то, давным-давно, в далеком детстве, когда он воспитывался и рос у двоюродного дедушки, сурового старца по имени Малцак, он думал только о том, как больно его пальцем от того, что дедушка заставлял его не просто отплясывать под звуки Дечик Пондора, а как положено искусному танцору становиться на носки. Окидывая строгим взглядом, Музаки Малцак указывал юнцу на круг, и тот пускался в пляс. Боль была мучительной, но Дикало терпел. Первые уроки мне давал мой дедушкин брат Музаки Малцак. Помню возглас такой. «А?» Это была команда «На пальцы вставай». Хочу я, не хочу, я должен был танцевать, когда мой дядя надумает, мне надо было вставать и идти в круг танцевать. Это было тогда, а потом он уже сам с удовольствием делал это так хорошо, что мог без труда выделывать по несколько раз в день, восхищая лихостью других. Семья Музакаевых большая, хлебосольная, со своими традициями. Здесь, как и во всякой войнахской семье, почитают гостя. Хранительница очага мама, милая, добрая. Ее нет уже несколько лет, но традиции в этой семье свято чтят. Вот и сейчас Дикало вырвал из своего плотного графика репетиций, совещаний, встреч и командировок время для встречи с родными. Кстати, ни одна поездка Дикало на малую родину не обходится без встречи с главой администрации района. А на этот раз он даже не удержался и зашел в родную школу, в которой царила атмосфера беззаботной юности и новых жизненных судеб. И на минуту прошлое вдруг оказывается настоящим, в котором отголоском той юной поры оказался мальчик с такими же голубыми глазами и кудряшками. Встреча с учениками родной школы, с ее учителями, фото на память, воспоминания и обещания организовать концерт звезд чеченской эстрады в родном селе. В Серноводске, подобно ледниковому периоду, где все становятся на коньки, дети встали на носки. Обычное воскресенье в обычном сельском доме культуры. Дети занимаются танцами. Его встречают, как будто ждут всегда. А потом они не упустили возможность попросить самого министра провести мастер-класс. И он с легкостью поднялся на ту самую сцену, где 40 с лишним лет назад сам когда-то начинал танцевать. Поднимай. Поднимай, голова прямо. Вот так, смотри прямо. Здесь по-прежнему работает Раиса Мизаева, его первый педагог по танцу. Первые шаги в мир искусства, в хореографии, именно я смогла вот этого великого мастера где-то обучать. Связь поколений, традиций. У Дикало самого большая семья. Его всегда ждут дома, как бы поздно он не возвращался. В жизни людей всегда бывают взлеты и падения. Артистам надо быть на сцене, а в жизни надо быть человеком. В семье надо быть, если ты мужчина, хозяином. Если у тебя есть дети, надо быть отцом примерным. В тяжелые минуты надо стараться быть мужчиной. Самый сложный период нашей жизни – это мы потеряли мальчика, от которому 13 лет было. Вот говорят, в семье все равно ты как-то над одним, у тебя бывает глаз останавливается над одним ребенком. Да, вот это была его душа, он всегда была надежда, что вот он вырастет, что вот мы будем с ним жить. В жизни Дикало была не только семейная утрата,
но и трудный творческий период. Так сложилось, что сюжет к его новому танцу был придуман историческими событиями. Это был 2001 год. Открытие Дома культуры в селе Нажаюрт, где с концертной программой выступил легендарный Вайнах, возрождение которого связано с именем Ахмад Хаджи Кадырова. Сегодняшний день это, я считаю, переломным днем нашей республики. Столько народа в нашем зале сегодня, которые, значит, ждали этого момента. И как они принимают эти танцы, эти песни, которые берут прямо, это не слова, а запуши берут. Наши чеченские танцы и песни нету равных им нигде. Поэтому я хочу и надеюсь, это будет так, чтобы эти пляски не останавливались больше, чтобы они продолжались. Дикалу повезло в жизни, повезло несказанно. Сначала судьба одарила его талантом, а затем вывела на Олимп. Для мальчика из села это была головокружительная карьера, которая еще не завершена. Дикало Музакаев продолжает танцевать и танцевать так, что многие молодые солисты могут только позавидовать. Чего он только не терпит, чтобы мы, зрители, сидящие в зале, могли насладиться искусством танца. Искусством, которое со стороны представляется несложным, но в этом как раз и кроется самый большой его секрет. Секрет, раскрыть который не каждому под силу. Народный артист Российской Федерации Дикало Музакаев может это подтвердить не словами, а танцем. Тем самым танцем, который стал для него смыслом жизни. Обладая хорошими физическими данными, в его глазах было столько огня, что невозможно было не влюбиться в юного синеглазого мальчишку, которого после отборочных туров зачислили в балетную школу при Большом театре. Но поехать не получилось. Музакаев-старший категорически отклонил предложение комиссии. Это был удар, ведь Музакаев-младший не просто жил мечтой о танце, он желал танцевать, танцевать, как бог танца Махмуд Исамбаев. Москва и Большой театр долго оставались заветной мечтой юного танцора Дикало Музакаева. Лишь мама верила в мечту сына. Отец-то против был, она все время из-под тишка на ухо: Дикалу, не бросай танцы, у тебя это очень хорошо получается. Ну, нравилось ей все это. Пусть не прячется, пусть танцует, у него это хорошо получается, скажет отец. Выбор сделан, он посвятил себя танцу. Говорил я ему: ну, и что делаешь? Все время танцевать так, а куда же это? Если нога у тебя заболеет, будешь что, без профессии? Как ты можешь танцевать-то, показываться? Нет, все равно. Ну, я тогда промолчал, согласился, поехал в институт в Москву. Культпросвет училище, потом ансамбль песни и пляски Северокавказского военного округа и, наконец, Московский институт культуры, специальность педагог балета, профессиональная деятельность, семья. Кстати, о времени. Дикалу научился его ценить с раннего детства, и в студенческие времена он ценил каждую минуту, зная, что эти мгновения не вечны. Наверное, поэтому его называли фанатом за приверженность к миру танца, а еще его называли дедом за мудрость и сдержанность. Я просто смотрю на него, когда что-то делаю, я уже вижу, он доволен или нет. Хотя он никогда в жизни не сказал, что он доволен. Такие мероприятия, серьезно, он с нами выезжает, и он, естественно, даже там, если мы огонь дадим, он никогда нам не говорит. Он говорит: нормально, и все. Первый урок как бы вместе. И то, что он делал, может, я не так сделаю, никогда даже не сделаю. Если даже сделаю, я не смогу этого сказать, потому что это мой отец. Он тоже для меня очень многое сделал. Я как бы сам завидую себе, что у меня есть такой отец. Я это ценю, знаю и буду ценить, поэтому. Но все равно мне еще много-много-много надо учиться, работать.
Мне все равно, кем будет мой сын, лишь бы он был человеком и мужчиной. В продолжение времени. Еще в детстве он всерьез увлекался рисованием. Он и сейчас в свободную минуту берет в руки карандаш, белый лист бумаги и начинает набрасывать эскиз сценических костюмов для родного ансамбля. Он тонкий ценитель классической музыки. Несмотря на плотный график, он занимается исследовательской работой об истории ансамбля «Война». Сегодня по поручению президента Рамзана Ахматовича Кадырова Дикало работает над новой концертной программой для государственного ансамбля песни и танца «Нохчо». И параллельно остается духовным наставником для родного ансамбля «Война». Было заложено очень многое нашим первым президентом и нашим нынешним министром культуры Дикало Президовича Музакаева. Действительно, они смогли возродить ансамбль и вывести «Война» на сцену не только в нашу республику и даже на мировую арену. Стремясь уделить каждому особое внимание, он успевает заниматься благотворительностью. Его рабочий день заканчивается глубоко за полночь. После трудового рабочего дня он приходит в репетиционный класс, ставший частью его судьбы, и продолжает заниматься у станка. Вообще для нормального артиста балета это второй дом. Совершенствуя свою технику, он находится в постоянном творческом поиске. Чем больше признаний публики, чем больше известность, чем больше популярность, тем больше ответственность. Если сам человек уважительно относится к своему делу, если он ценит, уважает себя в своем деле и не может жить без этого дела, это становится синтезом. Тогда такого человека уважает все общество. Моя мечта – театр, танцы народов мира. Я об этом несколько раз говорил нашему президенту Рамзану Ахматовичу. Я счастлив, что он нашел понимание, дал мне добро на восстановление этого театра. Вот одна из моей мечты – это мечта, чтобы заработал этот театр. Самая большая мечта, чтобы все-таки у чеченцев был свой музыкальный театр. Еще в школе Дикало написал в своем сочинении: «Счастье – это когда люди вокруг тебя счастливы, им ничего не надо». В этом весь Музакаев. Судьба подарила ему возможность пронести через жизнь, дарить радость всем, кто его окружает. Ведь не зря сказано, что танцор – это сосуд, наполненный счастьем. Правильные черты лица, глубокий ясный взгляд. Вот таким запечатлил фотограф будущего мастера сцены, художника танца Дикало Музакаева в далеком 1968 году. В 1975 году Дикало поступил на хореографическое отделение Грозненского культурно-просветительского училища. В 1976 году во время государственного экзамена его замечает знаменитый хореограф, художественный руководитель государственного ансамбля танца в войнах Топа Элимбаев. И в возрасте 16 лет он стал солистом государственного ансамбля.
министр России Дикало Музакаев. Я счастлив, что в 2001 году на мою судьбу выпала доля быть руководителем возрождающего коллектива моего родного ансамбля в Войнах. Я счастлив, что президент мне поручил создать новую программу государственного ансамбля песни и танцы Нохчо, чем я занимаюсь на сегодняшний день. Я счастлив, что меня поддержал президент и дал мне поручение создания государственного театра танцев народов мира Махмуда Исамбаева, великого Махмуда, славного сына чеченского народа. Я их всех безмерно люблю, уважаю и горжусь, что я часть, этническая часть, принадлежащая этому народу. Чеченский народ, чеченская нация – это титульная нация России. И обязательно наши люди должны воспитываться на классической музыке, на классическом искусстве, на лучших образцах произведений Димаевых, Аднана Шахбулатова. То есть нам надо возрождать, развивать и пропагандировать классическое искусство как высокоморальное, как высокоэстетическое искусство. Известному хореографу, профессору, народному артисту Российской Федерации, лауреату многочисленных премий, а также обладателю почетного звания «Министр года 2009» и, наконец, министру культуры Чеченской Республики Дикалу Музакаеву исполнилось 50 лет. Из них искусству отдано 35. И сегодня, будучи на посту министра, курируя одно из стратегически важных направлений возрождения культуры поствоенной Чеченской Республики, слова, так часто звучавшие в устах тех, с кем мы встречались, он на своем месте кажутся чуть ли не пророческими. Безусловно, талантливый человек. Даже одно то, что он работает с таким количеством молодежи, скажем, как ансамбль, и взять, организовать, направить, это уже говорит об одном. А так, сам по себе он
безусловно, талантливый. Это государство отметило званием народного артиста Российской Федерации. Нет предела совершенству, отмечали мудрецы, и если в хореографии взяты все вершины, хотя, оговорившись тут же, хочется добавить, вряд ли наш герой согласился бы с этим высказыванием, отчасти в силу природной скромности или вечным желанием любого творческого человека расти, шлифовать свое мастерство как алмаз, искусной рукой доведенный до изыска, нашему герою по роду деятельности пришлось научиться далеким, казалось бы, от творчества вещам. Всегда человек тяжело делает то, что он не понимает. Сейчас я разбираюсь, мне кажется, разбираюсь, и в строительстве разбираюсь почти как в искусстве. Стремительно были взяты вершины, позволившие нам проводить в республике мероприятия международных масштабов. Это было тяжелое время. Разруха, погребенный под развалинами город, и сейчас, вспоминая те времена, как никогда остро ощущаешь Аллах милостив к чеченской многострадальной земле. Все буквально на глазах преображалось. Добрая воля первого президента Кадырова Ахмад Хаджи, а затем и молодого чеченского президента, поражающего своей неиссякаемой энергией и работоспособностью, способствовали тем колоссальным изменениям. И наверняка в истории человечества можно смело это утверждать, нет примера столь быстрого возрождения материальных и духовных ресурсов страны. Воистину историю делает личность. О событиях тех лет еще будет сказано, ведь большое видится на расстоянии, а в нашем случае, находившемуся в гуще тех событий и изменений Дикало Музыкаев, считает важным любое событие, касающееся культурной жизни республики. Когда я сделал заявку на 10-й юбилейный фестиваль «Мир Кавказу» в городе Грозном, Координационный совет меня не поддержал. Сказали, что еще нету дворцов культуры, нету стадионов в Чеченской Республике, что это нереально. Когда я приехал домой, я доложил нашему президенту Рамзану Ахматовичу, сказал так и так, что 10-й юбилейный фестиваль нам не отдают из-за того, что нету ни стадиона, никакого дворца культуры. Он мне сказал: заявляй смело, давай в нашу республику этот фестиваль, и стадион будет, и все будет. Это было вот буквально в апреле месяце, а фестиваль надо было проводить в августе месяце. И когда я заявил, что стадиона, которого нету еще, будет к фестивалю, на меня все смотрели как на инопланетянина. Ну, я знал, что если президент сказал, что это будет так. Я-то это понимал, они не понимали. Ну, состоялся в нашей республике фестиваль. Вы знаете, что и население, и руководство республики высоко оценили. С именем президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова связан весь позитив последних лет. И хотя его энергия, его воля, его внимание является движущей силой для всех сфер республики, культуре была отведена особая ниша. Год 2008 по указанию президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова был объявлен годом культуры. Дикало Музыкаев, министр культуры Чеченской Республики, утверждает, никогда за всю историю не было сделано столько в области культуры, как за последние годы. Восстановлению материальной базы уделялось очень много внимания. Строительство домов культуры, возрождение Национального музея, реставрация музея Лермонтова, воссоздание музея Льва Толстого и много других исторически значимых объектов. Это всеобщая гордость и победа чеченского народа. Я все цветы нашей республики, моей любимой Чечни, бросаю к ногам Дикало Музыкаева с 50-летия. В родном селе Серноводске чествуют своего знаменитого односельчанина. Здесь собрались друзья детства, одноклассники, педагоги, родные и близкие. Мы его все уважаем, любим, гордимся мы Дикало, что из нашего села. Vai esta cediem boste bude lil okojima a kant чувствовал дизель хочется var башек бор цабеш бац исцалилино.
В 2001 году по просьбе Кадырова Ахмад Хаджи Дикало Музакаев собрал коллектив «Войнаха». И началось возрождение, можно сказать, с нуля. Никакой материальной базы, давно не выступавшие на сцене артисты, вокруг отголоски войны. Все это не могло повлиять до жадных на творчество людей, тем более, что была и вера в человека, позвавшего за собой. И дюзен онахчаш, и дольше юзен нохчу у Дикало. Слова известного писателя, ученого Канта Ибрагимова как нельзя точнее передают суть этого человека. И хотелось бы, чтобы в чеченском обществе каждый из нас точно так же, как и наш герой, находился бы на своем месте, занимаясь тем, что любит и умеет делать лучше всего. В «Войнах», которую Дикало буквально возродил из руин, с пепла, это ансамбль, это как в самые тяжелые годы войны, этот ансамбль был как родник, который питал нас жизнью. Меня в нашей республике знали как исполнителя танца, как постановщика танца. Конечно, я должен следить за собой и сохранить себя именно в этом качестве, потому что я думаю, что и для народа, и для руководства я большую ценность представляю как профессиональный человек.